Тихо, тихо, тихо. Капитан Буков, Московское управление КГБ. Магазин закройте, покупателей вежливо выпроводите, персонал оставаться на местах. Есть. Почему без стука, товарищи? Московское управление КГБ, старший лейтенант Шершов. Это ордер на обыск вашего кабинета. Это ваша валюта? Доброе утро, Георгий Петрович. Доброе утро. Вторг, Коля. Ты сегодня не с утра? У меня сегодня вообще ничего нет. Хочу поехать с родителями на дачу. Может, ты тоже с нами? Сегодня даже не воскресенье. Что я скажу своему генералу? Ну, не знаю. Скажешь, что поехала обдумывать план операции на природе. Он скажет, я сумасшедший. Отправит меня на обследование в психиатрическую клинику. Ну, тогда скажешь, что ты любишь свою жену и хочешь побыть с ней. Посередине рабочей недели. Не знаю, но он же тоже человек, должен понимать. Сам, небось, прогуливает сколько хочет. Ну, ты знаешь, он все-таки генерал, а я всего лишь майор. А для меня нет никакой разницы. Ладно, прости, я капризничаю с утра. Ну и что ты там делаешь на своей работе? Кого-то ловишь? Ловлю. А почему ты меня спрашиваешь? Ты никогда этим не интересовалась? Ну, никогда не интересовалась. Но о чем-то мне надо с тобой говорить. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день, Георгий Петрович. Приветствую, дорогой. Георгий Петрович, приветствую. Часики. Часики по вам можно сверять. Да, ровно. А болеет. Болеет. Но после обеда повезу ему бумаги, если что-то надо подписать, передам. Мелочи жизни. Так я пришлю курьера. Да, конечно, мы все сделаем. А как уважаемая Лидия Санна, Анечка? Спасибо. Все живы-здоровы. Ну, нижайший им поклон. А курьера присылайте непременно.
Фюрер. Подлинник? Копия. Эдуард Дмитриевич, то, что у вас есть большие деньги в валюте, мы не сомневаемся. И мы их найдем, поверьте мне. Советовать вам самому открыть тайник, наверное, глупо, но я это делаю, потому что действительно содействие следствию смягчает приговор. А я что, уже подсудимый? Нет, пока арестованный. Но там, где арест, там и суд. Особенно по валютным делам. Тем более, что $2000 мы у вас уже нашли. Ну так как же мы будем жить дальше? Как жили, так и будем. Пожалуйста, Тамбовской, как заказывали. И сдачу возьмите, пожалуйста. Божественный запах. Знаете, чем порадовать душу солдата? Спасибо вам, Вера Ивановна. Пожалуйста. Я вот что заметил, Георгий Петрович. Мы когда по четвергам начальство объезжаем, вы все время невеселый какой-то. За собой смотри. Согласен. Глупость сморозил. Горком? Туды. Добрый день. Здравствуйте. Вера Ивановна у себя? У себя? А вы по какому вопросу? По личному. По личному. Разрешите, Вера Ивановна? Да ты присаживайся, Георгий. Спасибо. Со временем беда. Значит, 3 коробочки для секретарей, а так что побольше для Гришина. Молодец, отлично. Говорят, Старшинов Николай Иванович болеет. Да, пока болеет. Ну, ничего, ничего. Я вот что подумал, Георгий. Надо бы нам как-нибудь зав. Отделами поощрить. Ты сам как думаешь? Сделаем, Игнатий Федорович. На следующей же неделе. Ну вот и славно. Люди работают, понимаешь. Проблемы, просьбы. Ну, один вопросик по поводу комнаты для моего шофера. Он уже не первый год со мной. Мы и письмо вам писали. По-моему, все бумаги уже давно в Моссовет отправили. Наверное, хорошо быть священником. Все говорят тебе правду. А мне все врут. Отвратительно. То, что мы у вас в квартире не нашли валюту, еще ни о чем не говорит. Есть еще дача, квартира родственников. Да этот кабинет, в конце концов. Почему бы ее не прятать здесь? Муж и жена, как говорится, одна сатана. Вы ж меня простите за эту поговорку. Через полчаса принесут ордер на обыск, и мы начнем, помолясь, на радость всему вашему коллективу коммунистического труда. Конечно, может быть, мы ничего не найдем, но позора вам надолго хватит. Чего вы от меня хотите? Да в сущности ничего. Просто сказать, где? Поехали. Отвезешь меня на работу, а сам даю Моссовет за ордером. Комнату тебе дали. Так что общага твоя гудбай. Ты что? Ничего. На радостях? Ага. Я уж и ждать перестал. Я даже жениться передумал, Георгий Петрович. Я так вам за это… Ладно, ладно, ну помог. А как иначе? Теперь есть возможность.
Поехали, Коля. Ну что ж. Вы позволите позвонить? Не надо. Время. Не надо никуда звонить. Деньги мы уже здесь. Где? Здесь. Оригинально. А впрочем, ничего удивительного. В России всегда было принято прятать самое ценное за иконами. Открывайте, Вера Ивановна, не стесняйтесь. А я вам все-таки скажу, Георгий Петрович. И вы меня, пожалуйста, не перебивайте. Хороший вы человек. Таких сейчас мало. И спасибо вам большое. Я теперь ваш должник до конца жизни. А вот это ты брось. Работаешь и работай. Мне больше ничего не нужно. За дорогу смотри, а то на радостях хлоп. Да никогда. Итак, в каждой пачке по 10 тысяч долларов. Всего 4 пачки. Итого 40 тысяч долларов. Правильно? Я призналась сама, потому что не хочу подставить ни в чем не повинных людей. Замарать их честное имя. Вы имеете в виду руководство вашего гастронома? Да. Оно здесь совершенно ни при чем. А мой муж давно к этому ушел. Ну что ж, благородно. Вас я ничем обрадовать не могу. 40 тысяч долларов тянет на хищение в особо крупных размерах. Вера Ивановна, вы арестованы. Ты что делаешь-то? Георгий Петрович увидит. Ой, Вера Ивановна, опять мы с прачкой подцапались. Повадилась стерва у меня хлеб бесплатно Пойдемте. брать. Ну, я и раз отказала, 2 отказала. Ну и бога, она мне теперь, вон, форму не крахмалит, ну. Не сейчас, Тамара. Конечно, конечно. Я завтра зайду. Какую музыку любит Андропов? Камерную. Андропову дали Нобелевскую премию по физике. Он доказал, что стук распространяется быстрее, чем звук. Хорошо. К вам генерал Култаков пропустить? Да-да, я его давно жду. Слышал? Да, слышал, Юрий Леонидович. Это же кем надо быть, чтобы такие гадости выдумывать? Если народ про тебя придумывает анекдоты, значит, хорошо к тебе относится, считает себя своим. А мы у советских людей должны быть свои и стоять на страже их интересов. Верно? Скажи, Анатолий, вот про тебя анекдоты ходят? Никак нет, Юрий Леонидович. Я, во всяком случае, не слышал. Не заслужил.
Ну, ладно. Как наши дела? Нами изъято у Анилиных 40 тысяч долларов. Деньги хранились в сейфе у его жены Веры Ивановны. Она, напомню, первый зам Беркутова. Сейф находился в ее рабочем кабинете под портретом Леонида Ильича. Какой цинизм. С Анилиным нам все ясно. Что, признался? Еще нет, требует адвоката, наглец. Ну, так вы бы ему объяснили, где он находится. Во внутренней тюрьме КГБ. Напомним, Юрий Владимирович, вы не сомневайтесь. И все-таки Анилин герой не нашего с тобой романа. Так точно, Юрий Владимирович. Он и его жена, та ниточка, потянув за которую мы… Беркутов. Это и есть наша показательная фигура. Купил своей ворованной колбасой все правительство. Окружил себя защитниками, словно китайской стеной. Щелоковым, Гришиным, Чурбановым со своей женушкой, генсеком. Но учти, один неверный шаг, и нам с тобой крышка. А с Ариминым что? Ерунда какая-то, Юрий Владимирович. Только мы взялись за Римина, нагрел на УБХСС, все нам попутал, бумаги изъяли, людей у себя спрятали. По сути, прикрыли Аримина. Здорово. Надо чего? Нет, ничего. Ехал мимо, захотелось увидеть друга. Это Зара, моя сотрудница. Заренька, ты кури минут 10, а мы с Георгием пройдемся по его пещерам, пошепчемся. Только мне еще работать. Ничего успеешь. Ну, что хочешь нашептать? Ребята из УБХС свои, они-то меня и прикрыли. А вот контора так просто не успокоится. И главное, не обо мне речь. Я что? Я мелкая сошка. Директор плодовочной базы, а Римин какой-то. Меня закопают, не успокоиться, нет. Остановить их надо. Остановить. На все рычаги нажать, но Дзержинского, этого очкастого, угомонить. Ты же все можешь. Ну, не меня одного. Нас всех отмазывать нужно, понимаешь? Нас закопают и тебя загрызут. Ты понимаешь, Георгий, что они на тебя нацелились? И выше. Так Гришин своему и скажи. А он Брежневу шепнет, а тут контору быстро укоротит. Только затягивать по времени не надо, погибнем. А ты не утрируешь? Борис, я к тебе хорошо отношусь. Чем могу, помогаю, ты знаешь. Но всегда тебе говорил, меньше шума у всех на глазах. Сандуно твоих с бабами и цыганами. Ну да, согласен. Кто спорит, но сейчас не об этом нужно говорить. Это спланированная кампания. Я шкурой чую. И противник против нас упрямый. Пока не достанет, не успокоится. Анилина уже взяли. Как? Когда? Сегодня. Сегодня, Георгий. А женушка его где работает? У меня. Радуешь глаз. Спасибо, Георгий Сделай, Петрович. пожалуйста, чай. И отошли кого-нибудь на моей «Волге» в управление. Пусть заберут у Костиков бумагу. Вера Ивановна у себя? Веры Ивановны нет. К ней приезжали трое и увезли. Арестовали ее. В сейфе валюту нашли. Вот Зоя Сергеевна сама все лучше меня расскажет. Они двух покупателей понятыми взяли. А я их потом хорошенько проспросила. Это было московское КГБ. Они изъяли из веренного сейфа 40 тысяч долларов. И Веру арестовали. Она сама им сейф открыла, все отдала. И несколько раз повторила. Деньги не ее, а ее мужа. Он ее попросил, чтобы она их здесь хранила. Понимаешь? Ну, бред какой-то. Бред. Никакой не бред. Хитро придумано. Только о нас не подумал. Кто? Анилин. Вот кто. Его еще утром взяли.
Он, видно, не кололся, тогда они пришли к Вере. Уверен, что припугнули обыском в кабинете. Она и сдалась. А может, решил добровольным признанием с выдачи нас от этого дела отгородить. Ну, хоть за это спасибо. И все-таки это подло и неблагодарно. В своей грязи твой дом марать. Из того, что случится, я не переживу. Она о моих делах ничего не знает. Об излишках. А зачем ей об этом распространяться? Ее ведь по делу мужа взяли, а не по моему. Какому твоему? Какому твоему? Да если на то пошло, каждого в торговле можно в любую минуту посадить. Хочет этого или нет, так все устроено. Здравствуй, Лена. Привет. Ужас какой-то. В голове не укладывается. Надеюсь, в твоем сейфе валюты нет? Дурак. До свидания, Георгий Петрович. До завтра. До свидания. Ну, давай. Букин, опять за свое? Уволю, слово даю, уволю. Виноват, Георгий Петрович. Тут это, знакомый пришел. Гуляйте отсюда. Георгий? Не узнаешь? Корней. Корней. Ну, извини, я сразу не узнал. А я тут, понимаешь, грузчиков гоняю. Привыкли тут. Букин, сворачивай. Я мигом, Георгий Петрович. Нам всякие люди заходят. Неудобно. Ну, пойдем ко мне, а то как-то не по-людски. Пойдем, пойдем. А ты кем тут работаешь-то? Тут? Ага. Сторожем. А, это что, Брежнев? Ага. Ты накладывай себе. Я ведь тебе рассказывал, Лида, про своего благодетеля. Вот он перед тобой, тот самый Корней. За тебя. Георгий часто о вас вспоминает. Да что я такого сделал-то? После войны все старались друг другу помочь. Да? Это правда. Только не у всех получалось. Последний военный год возил командира дивизии. Благодарности от начальства имею. Занесением. Благодарность – это хорошо. А свободных мест у меня нет. Машин мало. Прости, друг. О, дай прикурить. Что приуныл? Не взяли. Мест, говорят, нет. Машин мало. Это тебя-то не взяли. С таким шикарным иконостасом. Фронт какой? Второй белорусский. Второй белорусский. Минск, Могилев, Висловода? Ага. Ага, так точно. Товарищ младший сержант. А я, друг, на этом же фронте загорал. А видишь, не повстречались. Ну, я пойду. Постой. Погоди. Только не уходи никуда. Только не
не уходи никуда. Вот так я и стал таксистом. Корней мне свое место отдал, а сам в механике перевелся. Да я бы сам бы перешел. Я по профессии-то механик. Если что, обращайтесь. За тебя. И не скромничай. Другой бы мимо прошел, а ты нет. Значит, вы знали, что ваш муж ворует? Может быть, он принуждал вас хранить незаконную валюту? Это смягчает вашу вину. Ой, прежде чем отвечать, Ивановна, хорошенько подумайте. Тяжелая утрата постигла нашу партию и весь советский народ. Здесь 5000. Положи туда же. Жизни Михаил Андреевич Суслов. Славный сын нашей Родины, пламенный марксист-ленинец, выдающийся деятель коммунистической партии и советского государства. Сдох-таки, старый хрыч. Сколько народу извел. И делал их хренов. Говори тише. Дети еще не спят. Ты деньги-то убери, а то выскочит кто-нибудь из ребят нехорошо. Я хочу, чтобы ты забрал деньги из сейфа. Ты же обещал. Говорил, месяц, прошло уже полгода. Ну вот хорошо. Под охраной Беркутова и нашего дорогого Леонида Ильича. Даю неделю. Сохранится в сердцах советских людей. А что потом? Выбросишь? Выброшу. Андреевич Суслов. У отца через месяц юбилей. Отвезу валюту к нему. Там не найдут. Но насчет развода, если ты настаиваешь, я согласен. Товарищ майор, генерал вас просит. Иду. Дежурный, проводите гражданку Ванилину в камеру. Здорово. Я вот всегда знал, что, Георгий, ты далеко пойдешь. А я не знал. Да? Да. Не стесняйся, пользуйся. Вот с завтрашнего дня приходи, подкинем, что Бог послал. А сейчас отвезу тебя домой. Не-не-не, я тут недалеко ведь, на Трубной живу. Ну, помнишь, как Все ты... в той же коммуналке. А куда я денусь-то? Правда, дети уже отселились. Так что у нас теперь с женой аж целых 2 комнаты. А внуки уже есть? А как же? Внучка вот замуж выходит. Вот тут-то я тебе пригожусь. Ну, хоть чем-то смогу отплатить. В смысле, вот этим? Да не только этим. На полках, знаешь, не все лежит. Да. Отдыхает, товарищ генерал? Отдыхает. Ты Скачко ко мне вызвал? Он уже здесь. Пусть войдет. Слушаюсь. Звали, товарищ генерал? Вызывал, проходи. Проходи, садись. Спасибо. Не могу я на твою рожу небритую смотреть. Думаете, мне она нравится? Вот тут один чародей по телевизору говорил, что после его сеанса все шрамы зарубцуются. Так я вот так 3 дня около экрана сидел. Не помогло. Не помогло? И запомни тебя. Расплюнуть. Да. А со шрамом от уха до носа. Да ну тебя. Так, что у нас с Анилиной? Валюту сдала. Но участие в махинациях мужа, говорит, не принимала. Принимала, не принимала. Все они вор одним миром мазаны. Откровенно говоря, нам с ней повезло. Я даже не рассчитывал. Ну, конечно, такую сумму сдала. Дело не в сумме. Это же прямая дорожка к Беркутову, директору Елисея.
Он у них в московской торговой шайке главный, а она у него зам. Так что с этой минуты мы берем его в разработку. Беркутова? Но у нас ничего на него нет. И так будет, не может не быть. Он же в библиотеке работает, в гастрономе #1. Так что крути эту Анилину, пока она Беркутова не сдаст. Говори, что хочешь, говори, что отпустим, затрем это дело. Но Беркутова у нее из глотки вырви. От нас этого ждут. Сам ждет. Есть. Разрешите идти? Иди. Я знаю вас так много лет, а словно вас не знаю. Но вспыхнул этой встречи свет. Тебе только один экземпляр привезли. Я же просила еще один для племянницы. Забыл? Не забыл, на следующей неделе привезут еще один. Ну, а завтра нельзя. У нее же послезавтра день рождения, она этого Босха обожает. Хорошо, завтра заеду, возьму. Анька беременна. Что? Давай как-нибудь в воскресенье сходим, в лес погуляем. Помнишь, как раньше? Как раньше? Когда это было? Я в воскресенье хотела сходить в Пушкинский, там новая выставка импрессионистов. Чего меня не приглашаешь? Павел, ну что ты прикидываешься? 100 раз я тебя звала и в кино, и в театр. А ответ всегда один, я занят. Удивительно, как ты на нашу свадьбу время выкроил. Я тогда был на больничном. Остроумно. А все равно грустно. Значит, решение будет такое. Свадьба. На всю Москву пир закатим. Анька не хочет. Это еще почему? Стесняется с ним поговорить? Зато я не стесняюсь. Он мне как миленький под венец пойдет. Она не любит его. Говорит, ошибка. Ошибка. А кто за эту ошибку будет отвечать? Ты же знаешь Москву. Пойдут языками чесать. Да я и сам хочу, чтобы все было по-хорошему. Да все будет хорошо. У Аньки будет ребеночек, у нас будет внук или внучка. Ну что тут плохого? Ты знаешь, сексуальную революцию не разводи. Мы, слава богу, не в Америке. Слава богу, не в ней. Но и здесь тебе не сладко. Но это мои проблемы, я с ними разберусь. Ну что там у тебя такое важное? Ну дела, ну следствие. Ну у следователей тоже есть своя жизнь. Семья, жены, дети. Кстати, дети, тебе никто не запрещает? Не запрещает, но и не настаивает. А я боюсь. Да, я боюсь, что все время буду одна. Ну как Верка-то тебя подвела? А ты за что ты еще благодарен? Дескать, марать не хотела. Я прошу тебя, не нужно об этом. Я все понимаю и не сижу сложа руки. Самое главное, что ты со мной. Я-то с тобой. А вы кто против тебя? А на них не плевать со Спасской башни. Знаешь, мне раньше твоя жизнь казалась такой романтичной, как в кино. А сейчас я стала как жена Мегре. Ты мне позвонил, Свободе? А то я вообще не позвонил. Ну, только не надо передергивать. Между прочим, Мегре со своей женой прожил 40 лет, а мы с тобой живем пока только 5. Но ты же знаешь, что я тебя люблю. Никогда, никуда, Ну, перестань. Перестань. Не в этом же дело. Хотя и в этом тоже. Да. Откуда я знаю, где ты ночами пропадаешь? Договорились. Да ни о чем мы с тобой не договорились. Да, кстати. Вот то, что ты просил. Ты сам читал? Ну, так на работе пробежал. Враг, конечно. Но пишет талантливо.
Из дома не уноси. Слушаюсь, товарищ майор. Ну, перестань щекотно. Нравится? Угу, очень. Почему это запрещают? Мало того запрещают. Это и посадить могут. А ты тоже сажаешь? Я? Нет, не мой профиль. Другие с удовольствием. Ну, хватит. Только одного не понимаем, а что теперь? Филиал отдела ОБХСС? Насколько я знаю, взятки и воровство не наш профиль. Деланильно, понимаю, валюта. Тут гастроном. Профиль дела растяжимое. А приказы начальства, они, в общем-то, в курсе. Через Анилина нужно выйти на директора Елисеевского гастронома, Беркутова. Но пробовать нужны и другие пути. Какие? Платонова Зоя Сергеевна. Директор стола заказов. Важный человек, многое знает. Стола заказов. Вы очумели? 40 тысяч долларов в служебном сейфе, да еще под таким портретом. Я, конечно, понимаю, что ты ни при чем, но все вокруг говорят, куда Беркутов смотрит. Ты же сам знаешь, у нас круговая порука, но и круговая ответственность. Да нет, глупо оправдываться, моя вина, но черт его знает, как такое можно было предположить. Это что, никому не верите? Именно никому. Вот придут к тебе, тогда запоешь. Сегодня утром был у Гришина, рвет и мечет. Потом прийти и говорит, в меня целится. Брежнев-то плохо. Вот все зашебуршились. Андропов? Ну а кто еще? Наверх рвется. А придержать нельзя? Да поздно уже. У нас, как всегда, пока гром не грянет. Ничего, Гришин тоже без дела не сидит. Прорвемся. Ты мне вот что скажи. Анилина много знает? Я ее в наше дело не посвящал. Могла что-то слышать. А кроме тебя, кто в курсе? Зоя Платонова. Ну, это вроде не дура, да и, говорят, в тебя влюблена. Женская душа потемки. Я со всеми стараюсь сладить. Ну, ладно, не мое это дело. Ты мне скажи, кого вместо Веры? Ну, Зою и думаю. Ну, наверное, правильно. Пришлешь документы, утвердим. Я мед принес. Башкирский лесной. Одна такая баночка любых хворей выгонит. Спасибо, Георгий, угодил. Спасибо. Не понимаю. Я арестована по обвинению в содействии своему мужу. А вы все время сворачиваете на наш гастроном, на Беркутова. Беркутов никакого отношения ни к валюте, ни к делам моего мужа не имеет. Или вам очень бы хотелось бы, чтобы имел? Вы хотите посадить Беркутова? Вы знаете, мы никого просто так не арестовываем, тем более не сажаем. Безусловно, нас интересует ваш гастроном. Поступило много жалоб, есть сигналы торговли с черного хода, о махинациях с товаром, о взятках, ну и так далее. Те, кто приходит с черного хода, оформляют свои покупки через стол заказов. Все законно, через кассу с чеками. Разница только в том, что они не стоят в очереди, но они за это доплачивают. Специальную наценку. В чем криминал? А в каких отношениях вы находитесь с Беркутовым? Естественно, в служебных. Каких же еще? Можно сказать, в уважительных. Вы принимали участие в его махинациях? Повторяю, никаких махинаций в нашем гастрономе не было.
Что вы можете сказать о Лидии Беркутовой, о Зое Сергеевне Платоновой? Ничего из того, что вам хотелось бы услышать. Это честные люди, прекрасные работники. Беркутов любит свою жену, ограждает ее от всяких неприятностей. Только и слышно: Лидочке не говорите, Лидочке не говорите, не надо ее расстраивать. Честные, честные. А, мне кажется, Зоя Сергеевна имеет виды на Беркутова. А это меня не касается. И ничего подобного я не замечала. Странно, что вас это интересует. Беркутов воевал. Он имеет награды. Имеет. Знаете что, Вера Ивановна, давайте поговорим с вами на чистоту. То, что в вашем гастрономе есть нарушения, мы знаем. И доказательства обязательно найдем. Только вам они, к сожалению, пользы не принесут. Вы меня понимаете? Нет. Я не понимаю, о какой пользе для меня вы говорите? Об очень простой. Я вам даю возможность выйти отсюда подчистую. Я проведу вас свидетелем по делу мужа. Ну, либо в крайнем случае соучастником по принуждению. Но за это вы мне расскажете все про Беркутова. Понимаете? Все. А если нет, получите 10 лет строгого режима. И до свидания. Вот так вот, уважаемая. Только не надо мне лить эту сладкую водичку про его кристальную честность. Хватит! Я даю вам время. До завтра. Думайте. Думайте. Дежурный. И запомните, Вера Ивановна, отныне ваша судьба и судьба ваших детей в ваших руках. Простите, капитан Буков, Московское управление КГБ, а вы Платонова Зоя Сергеевна, так? В чем дело? Да, собственно, ни в чем. Я задам вам несколько вопросов. Каких вопросов? Почему я должна отвечать? Хотя бы потому, что мы вас об этом просим. Вы можете считать это обычной беседой, хотя и для нее я мог вызвать вас повесткой в наше учреждение. О чем вы хотите со мной говорить? О Вере Ивановне Анилиной. Думаю о вас постоянно. Ничего поделать с собой не могу. И что же вы обо мне думаете? Разные. Вспоминаю вашу улыбку, ваш взгляд. Неужели я вам так часто улыбаюсь? К сожалению, не часто. Но все-таки иногда. Лучше нам здесь распрощаться. Антон, мне пора домой. У вас же с этим строго, да? Вы уж опоздание не любите? А вот это вам знать вовсе не обязательно. До свидания. До свидания. Я одного не пойму, если Вера Ивановна была на грани развода, то почему хранила валюту мужа в своем рабочем сейфе? Как-то не вяжется. Может быть, все-таки она считала часть денег своими? Вряд ли. Впрочем, я ничего об этом не знаю. Вы знали Анилина? Еще бы. Нахал и бабник. Мы ведь дружили с Верой, а он упорно тащил меня в постель. Угу. А вы что? Нет, конечно, на этот вопрос вы можете не отвечать. Почему же я отвечу? Послала его подальше и пригрозила.
что все расскажу Вере. Только тогда он отцепился. Вера знала о художествах своего мужа? Конечно, знала. Но ничего ему не говорила. Почему? Детей жалела. Младший 3-й класс заканчивает, старший 6-й. Старшая, значит, 6-й. Скажите, были какие-нибудь общие дела, ну, скажем, на поставке деликатесов между вашим гастрономом и Березкой Анилина? У нас совершенно разные ведомства. И общих дел быть не может. Черт. Ты что так поздно? Да ключи забыл. Вот они, заразы. Почти до самого дома доехал. А ты по какому поводу тут торчишь? Да есть повод. И повод интересный.